Здравствуйте, зрители канала ветеринарной клиники Биовет. Тема этого видеоролика – питомниковый кашель у собак. В ветеринарии эта болезнь называется инфекционным трахеобронхитом. Патология вызывается совокупностью нескольких возбудителей, включая вирусных и бактериальных агентов. Существует много различных возбудителей, которые могут вызывать трахеобронхит. Наиболее распространенными являются парагрипп, бордотелла бронхисептика и микоплазма. Кроме того, в некоторых случаях болезнь вызывается вторым типом собачьего аденовируса, риовирусом или собачьим вирусом герпеса. Наиболее распространенный возбудитель – это вирус собачьего парагриппа. Многие поливалентные вакцины против респираторных инфекций и против инфекционного трахеобронхита обеспечивают неплохую защиту животного от возникновения этой патологии. Бордотелла бронхисептика является наиболее распространенным типом бактериального возбудителя питомникового кашля. Заболевание благополучно излечивается при недопущении осложнений. Выздоровление обычно наступает на 7-10 день, но собака остается носителем и разносчиком заболевания до 4 месяцев. Парагрипп и бордотелла нередко действуют совместно при инфекционном трахеобронхите, в результате чего развивается болезнь, длящаяся в пределах 14-20 дней. Клинические признаки заболевания. Спастический кашель, как правило, появляется внезапно. Возможно незначительное повышение температуры тела. Кашель может сохраняться до 3 недель. Апатия, отказ от корма. Осложняется заболевание бронхитом или пневмонией. При этом добавляются такие симптомы, как хриплое дыхание, слизистой оболочки бледного или синюшного цвета. В легких случаях заболевания собака сохраняет активность и аппетит. От здоровой ее отличают только приступы кашля. При тяжелом же течении болезни спастические приступы кашля сопровождаются рвотой. Наблюдается лихорадка перемежающего типа, животное апатично, аппетит отсутствует, жажда сохранена. Диагноз ставится на основании клинических симптомов и лабораторных исследований, с помощью которых выявляется возбудитель заболевания. Рекомендуется проведение рентгенографии для выявления обширности поражений и исключения осложнений. Лечение заболевания. Назначаются антибиотики, микстуры от кашля, щадящая диета, тепло и покой. В некоторых случаях назначаются кортикостероиды и антигистаминные препараты. Мы желаем здоровья вашим питомцам. Подписывайтесь на канал ветеринарной клиники Биовет, оставляйте свои вопросы и комментарии, ставьте лайки. Всего вам доброго, до свидания.